Витаю! В этом видео мы подключим к FreeCAD МКИ решатель Z88. Итак, для начала скачаем сам решатель. Идем на сайт с программой. Выбираем версию Z88OS, что означает, что она open source. Именно с этой версией FreeCAD может взаимодействовать. Переходим на страничку с загрузками и скачиваем архив с программой. Он у меня уже скачан и распакован, поэтому повторно я этого делать не буду. Вот наш ранее скачанный и распакованный архив. В нем нас интересует папка bin. Выберем версию для Windows 64. Z88 состоит из набора файлов. COM – это диспетчер файлов. J конвертирует файлы из Nostrum и Cosmos в Z88. H удаляет из сетки конечных элементов совпадающие узлы и элементы. N – генератор сетки конечных элементов. O – визуализатор результатов. R – это сам решатель. X – DXF конвертер. Если сетка конечных элементов была нарисована в CAD-программе, он преобразует ее в формат Z88. Config, DIN и OGL – это файлы конфигурации. Все остальные TXT файлы и DXF файл – это пример задачи. Можем его даже посмотреть. Вот так выглядит DFX файл с расчетной схемой. Вот такой вот гаечный ключ. А вот он же в посчитанном виде в окне визуализатора. Из всех файлов нам потребуется только решатель Z88R и файлы конфигурации. Скопируем их в удобное место. Далее переходим во FreeCAD и в настройках МКИ верстака указываем к нему путь. И не забываем перезапустить FreeCAD. FreeCAD перезапущен. Попробуем посчитать какую-нибудь задачу. Задачи для Z88 формируются так же, как и для Calculix. Вот наша 3D модель. Создаем контейнер с расчетом. Calculix заменяем на Z88. Генерируем сетку конечных элементов. Добавляем материал. Пока что во FreeCAD для Z88 доступен только один материал для всех элементов. Добавляем толщину пластины. Так же, как и с материалом, пока что доступна только одна толщина для всех элементов. Из закреплений доступно только жесткое защемление. Z88 она накладывает ограничения на узлы в направлении X, Y, Z. Из нагрузки доступна только сосредоточенная сила.
Все готово к расчету. Заходим в Z88. Перед расчетом важно указать путь сохранения исходных данных. Это потребуется для дальнейшей работы. Это можно сделать непосредственно перед расчетом, указав папку, либо назначить папку по умолчанию в настройках МКЕ верстака. Далее нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет. Подтверждаем запуск решателя, и вот решатель запустился. Подтверждаем его окончание работы, закрываем, и вот наши результаты. Из всех результатов FreeCAD может визуализировать только перемещение. Если мы хотим узнать о этой балке больше, нужно задействовать визуализатор результатов Z88. Для этого идем в папку, куда были сохранены данные для расчета, и копируем в нее решатель, визуализатор и файлы конфигурации. Стоит обратить внимание на файл конфигурации с расширением DIN. Он определяет язык интерфейса. Если у вас интерфейс запустился на немецком языке, то вот в этом месте у вас будет написано German. Если хотите переключить его на английский язык, то соответственно в этом месте надо написать English. Теперь запустим визуализатор результатов Z88O. И посмотрим, как будут выглядеть результаты в нем. Нажимаем на символ бегущего человечка, и вот загрузилась наша расчетная схема. Символ, похожий на Микки Мауса, включает панорамирование мышью, но управление мышью развито достаточно плохо, поэтому будем использовать клавиатурные команды. Клавиатурные сокращения можно увидеть в меню Zoom. Тут нам доступна деформированная схема, вид сетки конечных элементов, из-за поля напряжений. По умолчанию выводится напряжение по мизису. Мозаика напряжений. Облако точек Гаусса выводится только для недеформированной схемы. Перемещение. Также можно вывести граничные условия. Здесь мы видим, какие узлы закреплены и на какие узлы назначена нагрузка. Также в меню Boundary Condition, граничные условия, можно переключаться между режимами показа граничных условий. Вот. Нагрузки только в направлении Z. Или только ограничение закрепления по Z. Если нужно изменить граничные условия и вывод результатов, например, изменить жесткое защемление на шарнирные опоры и показ напряжений по мизису на главные напряжения, то для этого нужно отредактировать текстовые файлы исходных данных.
Для начала изменим форму вывода результатов. Для этого отредактируем файл z88man. В нем нужно отредактировать строку isFlag. Доступны три варианта результатов. Единица – напряжение по мизису, двойка – главное напряжение, тройка – напряжение по треску. Изменим напряжение по мизису на главное напряжение, то есть поставим 2. Не забываем сохранить изменения. Как видим, балки у нас сейчас жестко защемленные опоры. Давайте заменим их на шарнирные. Для этого нужно отредактировать файл z88 и 2. Структура файла следующая. Первая строка, вот эта вот цифра, это общее количество граничных условий. Следующее – это сам список граничных условий, приложенных к узлам. Расшифровываются они следующим образом. Первая цифра – это порядковый номер узла. Вторая цифра – это шифр направления действия граничного условия. Единица – действие вдоль x, двойка – действие вдоль y, тройка – действие вдоль z. Третья цифра – это шифр граничного условия. Единица – это сила, двойка – перемещение. И четвертая цифра – это значение самого перемещения в миллиметрах или силы в ньютонах. Итак, прочитаем первую строку. К первому узлу в направлении x приложено перемещение, равное нулю. Вторая строка. К первому узлу в направлении y приложено перемещение, равное нулю. Третья строка. К первому узлу в направлении z приложена сила, почему-то тоже равная нулю. Так FreeCAD собрал нагрузки на узлы. Чтобы сделать шарнирно-подвижные опоры, нужно разрешить граням поворачиваться. Для этого удалим ограничения в направлении x и y. Одна опора у балки должна быть шарнирно-неподвижной. Чтобы сделать шарнирно-неподвижную опору, нужно наложить связи по x, y на ребро, вокруг которого конец балки мог бы свободно поворачиваться. Давайте узнаем номера этих узлов. Разворачиваем просмотрщик. И вызываем показать номера узлов. Оставим весь диапазон. И повернем балку, чтобы нам были видны узлы нужного ребра.
Вот, наконец-то стало хорошо видно нужное нам ребро. Связи наложим на 12, 138, 10, 135 и 8 узел. Также нужно не забыть исправить количество граничных условий. Их у нас стало 164. Сохраняем файл. Запускаем решатель. Стартуем расчет. Теперь можем посмотреть, что получилось. Изменились граничные условия. Теперь концы балки закреплены только по Z, а одно ребро по X, Y. Прогиб стал более характерен для балки на шарнирных опорах, а в результатах выводятся главные напряжения. Теперь решим аналогичную задачу, но уже с объемными конечными элементами. Тут есть одна особенность, на которую следует обратить внимание. Заходим в Z88, нажимаем «Записать файл задачи» и, не запуская расчет, сразу перейдем в папку, куда записались исходные данные. Скопируем в нее решатель, визуализатор и файлы конфигурации. И запустим расчет. Теперь посмотрим результаты. Есть перемещение. Можно посмотреть граничные условия. А напряжений нет. И даже не определен тип данных. Какие напряжения должны были быть посчитаны. Это связано с тем, что FreeCAD в файле man не определил тип результатов. Как видите, в строке из flag стоит 0. Поставим главное напряжение, цифра 2. И вторая причина это в том, что в файле z88int для объемных конечных элементов не определено количество точек Гаусса. Это вот последняя цифра в этом шифре.
Для четырехузловых объемных конечных элементов число точек Гаусса равно 6. Теперь можно перезапустить расчет. Вот появились наши точки Гаусса. И вот результаты. Главное напряжение. Теперь поменяем жестко защемленные опоры на шарнирные. Вот наши результаты. Z88O есть примитивный клип-фильтр, позволяющий заглянуть внутрь сечения. Сохранить результаты можно разве что сделав снимок экрана. На этом все. Дякую за увагу.